Всем привет! И у нас неделя 3 марафона к мечте. Почему бедные беднеют, а богатые богатеют? Почему одни зарабатывают легко миллион в неделю, а другие не могут выйти даже на стабильные 100 тысяч рублей в месяц? Почему одним женщинам постоянно попадаются бабники или алкоголики, а другим женщинам щедрые красавцы, которые заваливают их шикарными подарками? Почему у одних получается чуть ли не каждый месяц создавать крупные, успешные бизнесы, а другие не могут даже просто уйти с найма и выйти на доход хотя бы в 20 тысяч на любимом деле? Почему одни женщины легко находят себе мужчин, выходят замуж чуть ли не каждый год, а другие очень долго ищут хотя бы одного, с кем бы захотелось пойти в ЗАГС? И большинство участниц нашего марафона уже давно прекрасно понимает, что дело в психологии. Все дело во внутренних блоках, убеждениях, ограничениях и страхах, которые не дают увидеть те легкие пути к желаемому. И от исполнения наших самых главных мечт и желаний нас отделяет только фокус внимания, который определяется тем, что сейчас для нас важно или соответствует нашим ограничивающим убеждениям, негативным установкам и силой наших страхов. Как это работает, мы тоже все прекрасно знаем. У меня даже недавно был шортс на эту тему. Про быстрый тест. Назовите буквально иконки в углах вашего смартфона, экрана, на который вы смотрите каждый день. И выясняется, что только маленький процент людей помнит такие иконки на главном экране его телефона. Почему так? Если мы каждый день по десятки раз открываем свой телефон и видим эти иконки, почему мы их не помним? Потому что наш мозг все прекрасно видит и помнит. И если каждого из нас ввести в гипноз, мы вспомним и не такое, не только иконки. Но мозг считает иконки на экране смартфона неважными, поэтому наше сознание их не замечает. Этих иконок нет в нашем фокусе внимания. Так же, как и в тесте на внимательность про баскетбольные команды. Кто хочет освежить, вспомнить, о чем была речь, или для тех, кто не видел этого видео, оставлю ссылку в описании внизу. Все эти примеры только лишний раз подтверждают, что в нашем информационном поле есть все решения, все варианты, как нам достичь нашего желаемого легко и быстро, но мы их не видим и пропускаем. Потому что, повторюсь, наше сознание отметает и не замечает то, что вне фокуса нашего внимания. А в фокус попадает то, что важно на данный момент, соответствует нашим убеждениям, установкам и страхам. А важнее всегда то, что сильнее. Если, например, вы хотите зарабатывать 1 миллион в месяц, и это для вас важно. Но если страхи и убеждения по поводу больших денег перевешивают ваши желания, то в фокусе находятся ваши страхи и убеждения, и побеждают они. У людей, которые с легкостью зарабатывают миллион в месяц, желание намного сильнее, чем страхи и убеждения. Почему практически все успешные люди работают с психологами, коучами, ездят гуру в далекие страны? Потому что они все понимают, что ограничения есть у каждого, и можно добиться большего, и выйти на новые уровни жизни, только разобравшись со своими страхами, убеждениями и установками. Убрав их, все. Дальше идем по зеленому, все дороги открыты. И на этой неделе, третьей неделе марафона к мечте, вы как раз и займетесь тем, что пойдете вглубь себя, выявите свои страхи, ограничения, установки, негативные мысли по поводу того, к чему вы стремитесь, по поводу вашей мечты. И найдете те самые блоки, которые преграждают ваш путь к желаемому. Скорее всего, те, которые вы еще даже не осознаете. Техники, которыми я поделюсь, для кого-то будут болезненны. Особенно самое главное и долгое по рисованию арт-техника. И работа с этой техникой — это как снятие листов с кочана капусты. Снимаете верхние слои, и выясняется, что там еще есть. И вот вы снимаете лист за листом, пока не доходите до самой сердцевины. И дойдя и проработав эту сердцевину, появляется чувство легкости. Как будто все внутри расправилось. Вы отпустили все лишнее. И больше ничего не мешает, чтобы просто пойти и легко взять то, что вам хочется. Но для этого нужно рисовать каждый день. Честно идти вглубь себя, задавать себе важные вопросы, слышать свои ответы. И несмотря на возможную боль, продолжать себя исцелять и вниманием, и осознаниями, и прорисовкой своих новых желаемых состояний. Еще один большой плюс техник на этой неделе в том, что они соответствуют одному из базовых принципов коучинга, а именно принцип системности, который говорит и подтверждает то, что работая с какой-то одной частью себя, с одной проблемной зоной, исцеляются и выравниваются все остальные. Потому что в нас, в людях, как в системах, все взаимосвязано. Лечим одно, выздоравливает все остальное. И обычно те блоки, которые мешают достижению вашей самой главной мечты, они же закрывают путь к успеху и в других сферах вашей жизни. И работая с вашими внутренними ограничениями на достижение вашей главной мечты, параллельно исцеляете, исправляете ситуацию и в других сферах.
Чем больше, чаще, интенсивнее прорабатываете блоки к своей главной мечте, тем больше позитивных результатов получите и в других остальных сферах своей жизни. Поэтому не откладывая ни секунды, берем маркеры, карандаши и вперед рисовать. You can try to hide the sun.